Всем привет! Вы на канале Рукоделие путешествий. Меня зовут Юлия. И сегодня представляю вашему вниманию новый джемпер. Красивый, ажурный, летний, легкий милкшейк. Молочный коктейль. Вот ажурная спинка. Он такой воздушный, легкий. Как молочный коктейль. Почему нет? Вязание сверху вниз, спущенное плечо, красивый ажурный узор. Я решила сделать ажурной только спинку. Сначала была идея сделать полностью ажурную, но я отказалась и сделала ажурные рукава, тот же узор, дорожка посередине передней части и спинка полностью ажурная. Небольшая свобода облегания у этого изделия. Сверху вниз спущенное плечо, корпус связан по кругу. Обработка резинка 1 на 1. Более подробно я расскажу дальше в видео на столе. Но сначала вот продемонстрирую. Это хлопок 100% бобинный. Очень классная пряжа. После стирки немножко он так открылся, ушла пропитка, стало очень красивое ровное полотно. Еще раз покажу узор красивый. Не знаю, может быть, у этого узора есть какой-то автор. Я его нашла просто в интернете. Не в книжке, а в интернете. Не знаю, автора не знаю. Средняя длина, резиночка не держится, поэтому она просто формально присутствует. Ну, даже не средняя длина, такой укороченный вариант летнего джемпера. Очень удобный, классный получился джемпер. Даже на жаркую погоду он очень хорош. Благодаря тому, что он тоненький, связан на спицах 3,5, плюс ажур. Это все дает возможность носить этот джемпер в самую жаркую летнюю погоду. Вот такой милкшейк у меня получился. Классный. Дальше в видео я рассказываю о том, как я вязала это изделие. На столе покажу поближе узор, схему узора, расскажу по петлям все это, как вязала. Приятного просмотра! Начну с пряжи. Кажется, в пряжа светлее, чем само изделие. Ну, может, потому что она ближе находится. Вот это основной цвет был. Бимилва, 100% катон, 680 метров на 100 грамм. Можно было вязать в 2 сложения. Но я посчитала, что 2 сложения 340, наверное, будет немножко толсто. Поэтому я добавила 3 тоненьких. Тут где-то, наверное, 1500 на 100 грамм в каждом из этих оттенков. Я думаю, что да. Где-то так. Может быть, даже больше. Вот это 2000 написано на бобинке. Это, наверное, написано 2,5. Ну, в общем, очень тоненький я добавила, чтобы метраж приблизительно был 400 метров. Может, был чуть-чуть. Вот такой был у меня микс здесь. Вот образец. Сразу же покажу. Вот этот узор я использовала в изделии. Но вот у меня был еще вот такой, тоже красивый. Единственное, что тут сложнее сама схема была. И я решила, что я остановлюсь вот на этой схеме. Я ее запомнила, и легко мне было вязать. В результате, когда этих раппортов несколько, этот узор выглядит еще класснее, чем в образце. Вот, в образце ровненький, все, на спицах 3,25 я связала. Нет, 3,5, на 3,5. И вот такой результат. Да, кажется, как-то... Нет, вот сюда возвращаю такой же желтоватый. Ближе показываю, получается вроде как светлей. Про пряжу все. Чистый хлопок. Отличный, классный.
замечательный просто. И также замечательный получился джемпер. Milkshake. Молочный коктейль. Вот так на просвет кажется вообще тонкое полотно. Но когда надеваешь, оно в принципе не очень просвечивается. Вот узор. Здесь у меня на спинке 5 раппортов. Вот, 5 раппортов, еще плюс пол раппорта, по-моему, для симметрии. Вот так это выглядит сбоку. Здесь нет бокового шва. Здесь просто я переход со спинки на переднюю часть. Вот тут кусок раппорта. Ну и с другой стороны аналогичный. Вот, чтобы это было красиво, симметрично. Точно так же вот здесь, где рукав, ну, где пройма, тоже симметричный получился у меня. Вот, в одну и ту же сторону смотрят. Вот этот вот пол раппорта я добавляла, чтобы было симметрично с двух сторон. Вот таким образом я решила для себя вопрос, чтобы было красиво. Ну, вот так. Ну, когда оно лежит двойное полотно, то не очень видно узор, но он красивый. Покажу сразу. Вот, не знаю, почему он меня заинтересовал. Вот он так выглядел. А вот схема. Просто скачала с Google диска. Вот она же. 22, не знаю, насколько тут ее видно. 22 петли. Я думаю, что ее можно найти, эту схему. 22 петли, раппорт. В высоту 24 ряда. Весит джемпер 240 грамм. Он получился легкий. По метражу, ну, если посчитать, что это 400 метров на 100 грамм или около того, 240 грамм, это получается 950 метров. Ну, может, чуть меньше. Или чуть больше. 900-950. Вот так. Средняя длина и небольшая свобода облегания, ну, на меня. Потом я померяю уже параметры в сантиметровой лентой. Теперь к описанию. Перехожу к описанию и, соответственно, буду показывать сразу на изделии. Я планировала связать что-то подобное, ажурное, в планах на лето. Единственное, у меня тут было нарисовано поло, ажурный джемпер поло изначально. Но я решила, что я не буду весь ажурный сделать. Я сделала вот так, как сделала. Ажурная спинка и ажурная дорожка посередине передней части. Спицы 3,5, обработка спицы 2,5. Раппорт узора 22 петли. Я набираю спинку. Я посчитала, что мне нужно где-то 45-48 сантиметров, 24 петли с 10 сантиметров плотность, 48 сантиметров 115 петель. Я считаю 5 раппортов по 22 петли. Мне же нужно раппорты вписать, поэтому мне нужно отталкиваться от раппортов. Значит, если 5 раппортов это 110, плюс 11 петель для симметрии, плюс 2 кромочные, я набираю 123 петли. Я набираю спинку 123 петли. Так. Разделяю их маркерами, выделяю плечи, поскольку там по 40 сантиметров, и 43 сантиметра горловина. Петли. По 40 плечи и 40 петель, 43 горловина. Кроме этого, маркерами я обозначаю, где у меня будет плечо, ну, тут маркер ставлю. И каждые 22 петли я ставлю маркер, разделяя раппорты. Почему? Потому что с самого вот уголочка, с самого начала, как только я начинаю делать закругление горловины и, соответственно, скос плеча, я уже начинаю вязать узор. Вот он у меня симметричный. Тут у меня жгутик и тут у меня жгутик. Он симметричный благодаря тому, что я 11 петель полураппорта добавила сюда в качестве для симметрии. И затем я вывязываю скос плеча 10 разворотов по 4 петли. И вырез горловины у меня получается 5 раз по одной и 1 раз 2 петли. Сейчас посмотрим. Вот.
Вот здесь вырез горловины идет вот так. 5 раз по одной петле, 1 раз 2. И скос плеча 10 раз по 4 петли. И уже из-за того, что у меня разделено это по раппортам, я, соответственно, ориентируюсь по схеме, с какой петли мне начинать тут вязать. И вот я прям раппортик начинаю с самого начала. Связала одну, с одной стороны вырез горловины, перехожу сюда, второй вырез горловины, а затем иду уже на всех петлях, вяжу скос плеча и, соответственно, выхожу потом на ровную часть проймы. Вот, вяжу пройму. Длина здесь проймы, я думаю, что тут сантиметров 20. Вот он, сейчас померяем. Да, вот 20 сантиметров. Здесь уже у меня начинается подрез. Вот, примерно 20 сантиметров. 19, 2, да, 20 сантиметров. Это подрез. Вот. Здесь уже начинается подрез. Аналогичным образом я приступаю к вязанию передней части. Я набираю петли плеча. Одно плечо, делаю скос. При этом, пока я делаю скос, я в районе горловины вяжу ровно. Сейчас вот так. Вяжу ровно. Когда я сделала скос, вот он, я перехожу к закруглению. Для этого я набираю, ну здесь я набрала 40 петель, да, так как на плече. Здесь я набираю 43 петли сразу, все 43, всю горловину. Делаю углубление горловины. Сейчас я покажу схему. Углубление, закругление. Здесь я уже сразу же включаю свой узор. Я тоже здесь рассчитала, сразу поставила маркеры, где у меня будет раппорт, где у меня будут жгутики. Я вот тут решила жгутики сделать еще в поддержку жгутиков в раппорте. И делаю закругление и, соответственно, начинаю вязать раппорт. Когда я сделала закругление и уже этого достаточно, я вяжу второе плечо, точно так же аналогично, до вот этого вот момента, пока ровно, и пока здесь тут ровно, тут скос. Присоединяю вот эти вот все петли, которые у меня были набраны, и делаю закругление аналогично со второй стороны. Ну а дальше уже вяжу ровно до подреза. Петли, да, что тут по петлям? Да, вот, пока я делаю скос, где тут он, вот, пока я делаю скос, здесь у меня ровно, вот, 40 петель я набрала. Здесь я, соответственно, сделаю скос плеча, точно так же 10 раз по 4, это я все сделала. Дохожу до этого места и делаю закругление горловины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 раз по одной, 1 раз 2 петли. И потом 22 петли. Тут у меня сразу же рассчитан раппорт. Тут 44 петли у меня для раппорта. Вот так. Я набираю 44. Не 43, как здесь, а 44. Потому что у меня раппорт. Да, у меня же здесь четное количество петель. Значит, по 40 на плечи и 44 я набрала здесь. Вот то, что я сказала. Вот сразу, когда дохожу до этого места, сразу набираю. И разделяю на свой узор. По 10 петель на жгуты, 22 петли раппорт, 10 петель. 22 плюс 10 плюс 10. Это 42. То есть практически все петли, которые я набираю для горловины, они будут участвовать в узоре. Вот так здесь и есть. Вот он узор. Почему по 10 петель на жгут? Потому что 6 жгут и по 2 петли изнаночные с двух сторон от жгута. Поэтому здесь по 10 петель и 22 петли раппорт. Все, закругление. Далее объединила, все вяжу ровненько. Значит, передняя часть у меня получается 124 петли, спинка 123. Довязала ровно до проймы, набрала петли подреза. Сейчас мы даже их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель подреза я набрала. 6 петель. И получается у меня корпус, я даже не посчитала, корпус
будет 123 плюс 124 плюс 12 петель подреза. Ну вот можно посчитать, сколько будет корпус. 247 плюс 12. 269. Ну или если я правильно посчитала, но где-то так. Это совершенно не важное в данном случае числовое значение, потому что подрез может быть больше, кому нужно больше, может быть меньше, может вообще не быть. Вот. В зависимости от того, какая ширина нужна изделия. Изначально здесь тоже можно было набрать больше петель и сделать топ, не вывязывать рукав. Ну, тут тоже все очень индивидуально. Далее, после подреза я вяжу по кругу на всех петлях. У меня здесь сделана еще выточка. Вот она. Самая обычная. Вот. Здесь начало. И тут разворот по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 6 разворотов по 5 петель. Ну, такая небольшая, маленькая выточка. Мне кажется, пол-раппорта она примерно получилась. Да, 12 рядов. Почему так? Потому что я рассчитывала, что мне нужно было выйти на одинаковый ряд раппорта на передней части и на спинке. И у меня так получилось, что было небольшое несовпадение, потому что я тут начала с первого ряда, вот сюда дошла, и у меня не совпадало с раппортом на спине. Хотя это вообще не важно. Можно было по схеме ориентироваться, здесь вязать свой ритм, как бы со своего ряда, а по спинке со своего. Но я так за счет выточки выровняла. И одинаково у меня шел раппорт, что по передней части, что по спинке. И он одинаково закончился вот так. Вот. Они одинаковые совершенно здесь по передней части и по спинке. Резинка 1 на 1 связана на спицах 2,5, уже когда я довязала нужную длину. По ширине здесь 5,5 раппорта. По высоте, если брать вот не от какого места? Лучше от вот самого начала, да, от плеча. Здесь у меня получается раппортов 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 в высоту. 6 в высоту по 24 петли тоже можно посчитать, сколько это. Далее, когда все закончила, связала корпус, перехожу к вязанию рукава. Рукав я вяжу ажуром. Для этого я что делаю? Я набираю петли. Петли я набираю из 2 кромочных 3 петли. Вот. Из 2 кромочных 3 петли. То есть на каждые 4 ряда по вертикали я набираю 3 петли. Вот как это выглядит. Здесь у меня связана головка рукава. Набрала я здесь 94 петли. 94 петли. Отметила сразу маркерами раппорты от вершины. У меня в 2 стороны пошел раппорт. Вот от вершины. Вот он. Вот от вершины. Здесь пошел раппорт в одну сторону. Здесь раппорт пошел в другую сторону. И я вывязывала головку по на самом верху по 8 петель в каждую сторону, потом по 6, внизу 3. Затем я убираю 2 петли вот здесь в рукавчике, сокращаю их вот тут. И сокращаю их не только 2, наверное, больше, чтобы выйти на количество раппортов. Хотя тут это совершенно не важно. Здесь в высоту у меня 1 раппорт связан, а по периметру я не знаю сколько. Скажу 1, 2, 3, 4. 4 раппорта. Ну вот я здесь сократила немножко петли, чтобы был как бы органично этот рукав смотрелся. Ну, тут 2 или 3 петли. В общем, немножко. Довязываю 1 раппорт, и я понимаю, что мне достаточно длина рукава. Я перехожу к вязанию резинки. Все. Резинка на спицах 2,5. И это
И это все изделие. Все очень просто. Когда я набрала 94 петли, у меня получилось 47 с одной стороны, петель 47 с другой стороны. Горловину точно так же я набираю вот здесь петли из набора, потому что тут набирались. По спинке тоже из набора. А по вертикали я набираю точно так же, как рукав. Из двух кромочных 3 петли. Вот здесь по вертикали. Ну и резинка 1 на 1 просто вяжется. Первый ряд изнаночный, а потом просто резинка. Без ничего здесь не выдумывала. Вообще ничего. Вот просто. И обычное закрытие. Ничего тут такого сверхъестественного. Вот. Так это на спине. Все. Готов. Постирала, разложила. И готовое изделие. После стирки пряжа полотно стало покрасивее, конечно, поровнее, чем было изначально. Но это уже было видно по образцу. Я образец показывала. Я уже понимала, когда вязала, что после стирки это будет очень красиво. Потому что в процессе вязания это было... Ну, из-за того, что пряжа в пропитке, пряжа бобинная. И он не очень там хорошо смотрелась, допустим, лицевая гладь. Все, 240 грамм вес. Параметры. В районе груди 52 сантиметра. Вот, 52 сантиметра. Свобода облегания небольшая. Длина тоже небольшая. Вот так, 56 сантиметров. Так, пройму я померила здесь 20 по высоте, плечо 18. Так, что еще? Сам рукавчик. Ну, здесь один раппорт, получается 24 ряда от вершины. Длина рукава вот с головкой 12 сантиметров. Манжетик здесь 4. Внизу чуть-чуть больше, наверное, 5. Нет, тоже 4 сантиметра. Я, наверное, считала по рядам. Уже не помню. Чтобы одинаковый был манжет и обработка внизу. Ну, вот здесь переход симпатичный получился с узора в лицевую гладь. Все отлично. Можно полностью связать ажурным, можно вот так, как я, как бы немножко поиграть с ажуром и сделать просто дорожку посередине передней части. И мне кажется, что вот это обрамление жгутиками смотрится прикольно, прикольненько. Все, это все. Все просто, легко. Любой узор можно выбрать, придумать, найти и связать что-то подобное на лето. Удобное изделие, легкое, воздушное. Милкшейк. Воздушный молочный коктейль. Приглашаю вас перейти в другие видео, познакомиться, посмотреть. Там есть и ажурные изделия, и летние, и зимние, и отчеты, и много разного интересного, в том числе путешествия. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Жду вас на канале. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.